В начале августа Южная Европа столкнулась с масштабным кризисом, вызванным природными пожарами. Совокупный экономический ущерб в странах Европейского Союза уже превысил 3 миллиарда евро. Экстремальные температуры и штормовой ветер привели к необходимости эвакуации более 250 тысяч человек в нескольких регионах. Наиболее сложная обстановка в последние дни фиксируется в Греции. Основной очаг возгорания локализован в Западной Аттике, в районах Псаты и Порто Гермене, что находится в 70 километрах от Афин. Ситуация осложняется метеорологическими условиями. Порывы ветра в регионе достигали 100 километров в час, что способствовало быстрому распространению огня по сухой лесной подстилке. По данным европейской спутниковой системы Коперникус, дымовой шлейф от пожаров в Аттике растянулся более чем на 70 километров, перешагнув через Саронический залив. На текущий момент зафиксировано разрушение около 100 жилых строений. Не обошлось без трагедий. Во время тушения лесного массива в районе Псаты произошло столкновение двух пожарных вертолетов. Машины задели друг друга, что привело к их крушению. 2 членов экипажа рухнувшего вертолета погибли. Параллельно с этим новые очаги возгорания возникли на островах Крит и Кефалония, где властям пришлось задействовать силы береговой охраны для эвакуации людей с побережья. Серьезный фронт борьбы со стихией развернулся в Турции. По официальным заявлениям Министерства сельского и лесного хозяйства республики, за короткий промежуток времени в стране было зафиксировано 314 природных пожаров. Основной удар пришелся на западное и южное побережье, включая популярные туристические провинции Анталия, Мугла и Измир. К исходу вчерашних суток ведомство отчиталось о значительном успехе. Все активные лесные пожары в стране были взяты под контроль. Последние крупные очаги в районах Чине, Сусурлук и Буджа удалось локализовать. Тем не менее, Министерство юстиции Турции продолжает расследование. По подозрению в умышленных поджогах в 16 провинциях задержано около 30 человек, часть из которых уже арестована. Во Франции основные события разворачиваются на юго-западе страны, в департаменте Жеронда. Площадь, пройденная огнем, здесь превысила 42 тысячи гектаров. Из кемпингов и прибрежных зон Бордо и Кап-Ферре были временно перемещены около 25 тысяч человек. В ходе ликвидации пожара экстренные службы столкнулись со специфической проблемой. В лесах близ коммуны Лепорж из-за выгорания лесной подстилки обнажились неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Из-за высокой температуры началась их детонация. Это заставило командование временно отозвать пожарные расчеты с линии огня и привлечь армейские подразделения саперов для разминирования территории. В соседней Испании, где в мадридском регионе и провинции Кастильон пострадало от пожаров около 70 тысяч гектаров, наметилась положительная динамика. Национальной службе гражданской обороны Испании удалось локализовать и взять под контроль продвижение основных фронтов пламени. Это позволило вернуть в свои дома более 80 тысяч ранее эвакуированных граждан.
Правоохранительные органы Испании начали расследование по факту умышленного поджога в Кастильоне, где эксперты выявили 2 одновременных источника возгорания. В Португалии пожары затронули аграрный сектор, в частности виноградники и оливковые хозяйства в долине Дору. Правительство страны запросило поддержки у соседних государств в рамках Европейского механизма гражданской защиты. В Италии на текущий момент крупные очаги удалось удержать под контролем. В южной провинции Апулия и на острове Сардиния пожарные службы оперативно локализовали возгорание в прибрежной зоне. Из Пескичи превентивно по морю было вывезено 700 человек. Сейчас угроза населенному пункту снята. Однако метеорологическая обстановка в Италии остается сложной. Министерство здравоохранения страны объявило высший красный уровень опасности в 25 крупнейших городах, включая Рим, Милан и Венецию. Причиной стал африканский антициклон, удерживающий дневные температуры выше плюс 40 градусов по Цельсию. При такой термической нагрузке и отсутствии осадков риски возникновения новых стихийных пожаров остаются на максимальной отметке. Главная опасность текущих катаклизмов заключается в системном влиянии на инфраструктуру Европы. Затяжная засуха привела к критическому обмелению крупнейших водных артерий Рейна, Роны и Луары. Это напрямую ударило по энергетическому сектору Французской Республики. Французские атомные электростанции используют речную воду для охлаждения контуров реакторов. Из-за падения уровня воды и повышения ее температуры выше допустимых норм, операторам АЭС пришлось экстренно снизить генерирующую мощность нескольких энергоблоков. На пике летней нагрузки из-за работы кондиционеров энергосистема Европы оказалась уязвима перед дефицитом генерации. В Сербии и Хорватии показатели уровня воды в реках достигли рекордно низких значений, обнажив песчаные отмели и затонувшие суда. Так, в Сербии в районе населенного пункта Прахово из воды показались затопленные немецкие военные корабли времен Второй мировой войны. События этого лета демонстрируют, что южноевропейский регион сталкивается с долгосрочным изменением климатических условий. Пожары перестают быть локальной проблемой лесного хозяйства и переходят в категорию угроз национальной безопасности, влияя на логистику, туризм и энергетическую независимость стран ЕС. Экстренным службам Испании и Франции удалось снизить угрозу в своих странах. Однако в Греции и Италии ситуация остается напряженной из-за прогнозов синоптиков на оставшуюся часть месяца.